Всем привет! Еще один обзор на сварочный аппарат, полуавтомат, совмещенный с электродуговой сваркой, способный создавать вот такой шов. Так что обо всем подробно далее в ролике. Всем приятного просмотра! KKR24 Technologies. Поставляется аппарат в такой большой коробке, длина 40 сантиметров, высота 26 и глубина 28 сантиметров. В комплект поставки входит провод массы. Разъем сделан из качественного материала, похожий на резину или силикон. Размеры контакта разъема можете видеть на экране, и стандарт такого разъема предположительно данной маркировки 1025. Зажим, несмотря на то, что изготовлен из тонкостенного листа, имеет достаточную прочность. За счет мощной пружины имеется отличный упругий ход. Для надежного контакта можем видеть медные вставки на случай, если придется коммутировать большие токи. В общем, все сделано очень добротно. Ну и сечение данного провода 14 мм квадрата. Провод достаточно эластичный, и длина составляет 2 метра. В комплекте поставки помимо руководства пользователя выйдем и целый набор расходного материала, в числе которых 10 штук токопроводящих электродов, хотя, к сожалению, сечение под проволоку только 1 мм, 2 запасные насадки наконечники и такое скромное руководство пользователя, в котором можем видеть все основные технические параметры. И при напряжении в 220 вольт видим потребление тока на все три типа сварки, и ток на выходе до 120 ампер. Есть также коэффициент заполнения и коэффициент полезного действия. Есть спецификация по электродам, скорее всего это справочная информация, но чтобы избежать поломки на данном аппарате, учитывая ток на выходе 120 ампер, нет смысла применять электроды сечением больше 3 мм. Катушка также входит в комплект поставки сечением в 1 мм и весом половина килограмма. И для надежной транспортировки по углам установлены вот такие уплотнители из пенопласта. Ручка для электродуговой сварки также имеет одинаковый разъем, как и для зажима, ну и для тех, кому интересно, примерный размер изоляции. И сечение провода тоже 14 мм квадрата. Держатель с виду сделан довольно крепко, и если верить маркировке, то допустимый ток до 300 ампер. Для надежной фиксации электрода предусмотрен надежный тугой ход, ну и для крепления электрода под разным углом видим есть соответствующие канавки. Держатель имеет размер 22 см, ну и такого размера диаметр. Внутри также все хорошо собрано, и длина здесь больше 3 метров. Внешне аппарат смотрится отлично. Отличное и лакокрасочное покрытие, есть название бренда. На углах можем видеть защитные элементы, и это не просто пластик, а настоящая резина. И такая конструкция позволяет надежно зафиксировать устройство на плоскости, ну или, так сказать, дополнительная гальваническая изоляция в случае пробоя аппарата. Отлично, что производитель сразу предусмотрел и вилку специально под наши стандарты, а учитывая сечение проводов 1,5 мм квадрата, это снова говорит о том, что большой ток физически отсюда не может протекать, и фактически 3 мм электрода это потолок для данного устройства. И длина здесь сетевого провода составляет 1 метр 40 сантиметров. Для удобства транспортировки предусмотрена вот такая ручка. Радует наличие меры предосторожности сразу на русском языке. Включение-выключение аппарата производится с помощью данного тумблера.
Есть также принудительная система охлаждения, ну и такая таблица параметров для каждого типа сварки. И если обратить внимание, то указанный ток максимум до 120 ампер. Из органов управления есть много световых индикаторов, которые отвечают за тот или иной тип сварки. Зеленый индикатор Power говорит о наличии нормального напряжения на входе устройства. Единственная кнопка управления на приборе. Сперва переключаемся на этот режим электродуговой сварки, так скажем, режим обычной сварки. Далее идет режим полуавтомата с проволокой 0,8 мм и параллельно загорается индикатор синергетика. И мне кажется, это редкость в данной ценовой категории. Далее снова режим работы полуавтомата уже с проволокой в 1 мм и еще один режим, то есть тип сварки TIG. Получается в приборе сразу 3 типа сварки. Ну и еще индикатор аларм. Скорее всего это индикатор при выходе на ошибку, то есть аварийная остановка при неисправности, и загорается красным цветом. Первый регулятор — это скорее всего возможность регулировать ток, и в случае режима полуавтомата данный регулятор позволяет управлять скоростью подачи проволоки. Снизу можем видеть маркировку данной модели, и регулятор справа — это уже управление напряжением, который можно регулировать от низкого до положения с более высоким напряжением. Горелка, рукоятка смотрится неплохо, сделано все отлично, как и в других подобного класса аппаратах. И длина примерно 27 сантиметров. На новом аппарате можем видеть следы эксплуатации. Это скорее производитель проводит тестирование каждого аппарата на случай выявления заводского брака. Если это так, то это очень хороший контроль даже на стадии отгрузки, и это скорее плюс, чем минус. И длины провода горелки составляет 185 сантиметров. Смотрим, очень четкая фиксация работы замка для отсека. В целом, несмотря на то, что здесь есть все 3 типа сварки, аппарат имеет очень скромные размеры, и для выездных специалистов, и для небольших бытовых задач это тоже скорее плюс, чем минус. Электропривод подачи проволоки состоит сверху из подшипника качения, снизу это уже ролик с канавками под соответствующий диаметр проволоки, и размеры толщиной около 8 мм и в диаметре 25. Простая, но продуманная конструкция позволяет быстро устанавливать или производить замену катушки. И на каждом загрузке проволоки, чтобы не повредить рукав, канал, есть смысл острый конец закруглять напильником. Тогда и рукав будет меньше забиваться мусором, соответственно и продлевать ресурс станка в целом. Чтобы меньше застревал, край тоже есть смысл сделать прямым. Чтобы не было проблем в механизме подачи проволоки, обязательно нужно убедиться о том, что проволока правильно зафиксирована на своем канале. Ну и установка катушки завершается таким легким одним движением. Опыт, наверное, приходит со временем, и лучше всего загружать проволоку еще до установки катушки. Такой способ значительно ускоряет процесс зарядки. И если снова застревает, тогда есть смысл удалить электрод и дать спокойно выйти проволоке. Ну и видим в работе механизм подачи проволоки. Качество пайки здесь очень даже неплохо. Есть и маркировка компонентов, это и отличная ремонтопригодность. На силовой части располагается мощная шина
Для подачи проволоки задействован такой миниатюрный двигатель без каких-либо маркировок. Конденсаторы тоже возможна маркировка с внутренней стороны. Радиаторы здесь таким хорошим толстым сечением. В общем, все сделано достаточно добротно. Будем пробовать всего два режима типа сварки, поскольку в комплекте не было тип горелки. Соответственно, первый режим — это режим полуавтомата. И мне действительно нравится, как она работает. И такой получается результат. По части работы режима электродуговой сварки, здесь электрод без прокалки. Но вроде как отлично зажигает. Не знаю как, но мне и в данном режиме тоже аппарат очень нравится, как варит. По напряжению смотрим под разные режимы работы. На выходе получаем разные напряжения, но это вернее на холостом режиме. В режиме полуавтомата также на холостом ходу появляется напряжение больше 60 вольт, и такое же напряжение показывает в данном режиме полуавтомата при самом низком положении уровня регулятора. И мощность здесь скорее регулируется не параметрами напряжения, а скорее всего с помощью ограничения по току. Тех, кому интересен красивый шов, выйдут еще короткие ролики. В целях поддержки развития канала приветствуются лайки. Не забудьте подписаться. Всем спасибо за просмотр.